Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня видео продолжение работы с танком Т-3485. Сейчас мне предстоит нанести масляные точки, но в начале видео немного о другом. В комментариях к прошлому видео по Т-34 один из подписчиков попросил попробовать краску Pacific под кисть на плоской поверхности. Чтобы не затягивать видео, я уже буквально 5 минут назад нанес на плоскую поверхность краску, наносил краску оливковую F106 и краску черную F01. Я не знаю, в принципе, видно, не видно, какой результат. Вот, добавить особо нечего. Если есть какие-то дополнительные вопросы, пишите в комментарии, спрашивайте. А сейчас я продолжу работать с Т-3485. Для этого мне потребуются масляные краски и white spirit, чтобы растирать. Для зеленого цвета советской техники мне потребуются зеленые, коричневые оттенки и белый с черным, чтобы добавить светлых темных полутонов. Данные цвета в чистом виде мало пригодны для нанесения на модель, поэтому придется их немножко смешать. После того, как точки нанесены, можно приступать к их растиранию с помощью кисточки, смоченной в white spirit. С помощью коричневой краски очень хорошо можно имитировать подтеки ржавчины. Вот такой результат имеем на данном этапе. Сейчас я подожду, пока все это высохнет. Затем нарисую
небольшое количество сколов. Ну а дальше немного пигментов добавлю. Масло высохло, теперь можно приступать к нанесению сколов. Сколы я в этот раз попробую нанести. Сколы в этот раз я попробую нанести новым для себя способом. Наносить буду в два этапа. Первый цвет, подложка скола будет немного светлее, чем база. Смешал я ее из зеленой защитной и белой краски. Соотношение примерно 1 к 1. Второй слой сколов будет нанесен темным цветом. Его я смешал из двух цветов. Это красно-коричневый и черный. Также в соотношении 1 к 1. Наносить буду тонкой кистью. Ну, для этого предварительно я замешал у себя в палитре. Тут главное не переборщить, наносить в меру, потому как слишком много тоже плохо. Как я сказал, вначале светлый слой. Пока первый слой на башне высыхает, аналогично нанесу его на корпус танка. Опять же, сколы надо стараться наносить в логичные места, то есть это, как правило, грани, углы танка, места, где передвигается экипаж по танку, это вокруг люков, например. Те части танка, которые могут тереться, там, не знаю, об деревья, об ветки, об здания, то есть это надгусеничные полки, подвесные баки и подобное. После того, как базовый слой нанесен и высох, можно приступать к нанесению второго слоя. Второй слой это более темный, и, соответственно, его нужно наносить на те же места, где нанесен был первый базовый слой, но с меньшей площадью, чтобы первый слой был виден под вторым слоем. Поэтому тут нужна предельная аккуратность, чтобы не намазать лишнего. Не обязательно нужно нанести второй слой поверх первого. Местами можно оставить просто первый уровень скола. Это будет не как скол виден, а как потертость небольшая.
Этап со сколами завершен. Сейчас я, скорее всего, покрою это дело матовым лаком и приступлю к нанесению пигментов. Пришло время наносить пигменты. Я подготовил танк к этому делу. Вспомнил, что у меня был не покрашен трос. Я его покрасил вначале металликом, сталью, а затем сверху прошелся полуразбавленным жидким слоем черной краски. И также нанес черную краску на запасные траки, которые на лобовой броне. Пигментов много использовать я не планирую. Основные пигменты — это темная ржавчина для траков, также коричневый и пигмент кирпич я буду использовать в небольшом количестве для того, чтобы заржавить выхлопную трубу, ну и, возможно, местами траки. Также для выхлопа использую пигмент сажи и немножко пройдусь по танку пигментом дорожная пыль. Если еще какие-то пигменты я буду использовать по ходу дела, я покажу, расскажу. Ну, пока план такой. Фиксировать я все это буду фирменным фиксатором от Wilder, либо же текуриловский White Spirit 1050. К сожалению, по техническим причинам видео с нанесением пигментов не записалось. Вот, но в принципе все без изменений. Использовался тот же набор пигментов, о котором я сказал ранее. Все без изменений. Применялся он в основном точечно. По площади применялся только один пигмент — дорожная пыль. Собственно, все. Работа с танком завершена. Как я и говорил, основная цель данной стройки была проверка краски Pacific перед более глобальной стройки Тигра в 35 масштабе. Краска мне понравилась. Есть нюансы по работе с ней, о которых я говорил в предыдущих видео, но в целом надо просто привыкнуть и работать ей вполне комфортно, приятно. Вот, далее должна прийти мне новая грунтовка взамен вот этой, которая послабже. И я уже начну красить фигурки. Точнее, не начну, а продолжу красить, у меня уже они начаты. И со следующей недели будет продолжена стройка первого Тигра. Детали этой стройки и, возможно, какие-то дополнительные фотоматериалы вы сможете найти у меня на сайте. Всем спасибо за просмотр. Пока.